Всем привет! Меня зовут Катя. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я расскажу вам об одном из самых загадочных мест на Земле – о лесе Хоя-Бачу. Этот лес находится в Трансильвании, рядом с Клужем. Это город, где я сейчас нахожусь, поэтому мы с Теном при первой возможности отправились туда. У нас с собой была довольно полезная карта, где указаны все самые красивые и загадочные места леса. Мы припарковали машину здесь, прошли вот так, находимся сейчас здесь, на этом повороте. Здесь очень молодые деревья. Хотим добраться до круглой поляны, поляны Рутунг. Остановка у нас еще будет здесь, на довольно таком важном месте, плато Сифта. Наша главная цель была добраться до круглой поляны. Это место еще называют мертвой зоной, потому что там не растут деревья. Нам предстояло пройти примерно 2,5 километра на запад, а потом столько же возвращаться обратно. Лес Хоя-Бачу также называют Бермудским треугольником Трансильвании. Все потому, что в нем не раз исчезали люди. По легенде, первым исчезнувшим был пастух по имени Хоя. Да-да, Хоя-Бачу. Он пытался загнать своих овец к круглой поляне и исчез там вместе со своими животными. В честь него и был назван этот лес. Много разных других необъяснимых явлений происходило в этом лесу. Люди часто видели неопознанные летающие объекты над лесом, в основном в зоне круглой поляны. Есть даже теория, что на ней не растут деревья, потому что там приземлялись летающие тарелки. В этом лесу появлялись и исчезали руины. Люди говорят, что этот лес может свести с ума. На каждого человека лес влияет по-разному. Некоторых он вводит в состояние транса, у некоторых появляются экстрасенсорные способности, некоторых тошнит, появляется слабость, головокружение и даже мелкие ожоги. Зайдя в лес и находясь там, человек может увидеть свои самые большие страхи. Лес будет будто испытывать его и может даже передвинуть во времени и в пространстве. Из-за всех этих слухов лес Хоя-Бачу попал в топ-10 самых страшных мест в Европе, а некоторые стали считать его проклятым. Мне так нравятся эти звуки природы. Очень здорово. Ну вот, вижу здесь дерево, но я не думаю, что это одно из тех деревьев, которые странно растет. Такое чувство, что просто из-за ветра, может быть, его так погнуло. Сейчас дальше зайдем. Так рада быть в лесу. Кстати, хотела сказать, смотрела разные видео людей, которые были в лесу. Они всегда просили, чтобы их подписчики, если увидели что-то на видео странное, чтобы говорили. Так что, если вдруг вы увидите какие-то странные тени или что-то в этом роде, тоже скажите мне об этом, будет интересно посмотреть. Прогуливаясь по этому лесу, мне даже немного стало жаль его за то, что многие люди его боятся, ведь лес просто прекрасен, и мне он показался абсолютно безопасным.
У этого леса невероятная флора и фауна. За наш короткий путь мы дважды столкнулись с оленями. Правда, увы, не получилось их заснять. Мы только что увидели оленя. Немножко страшно видеть его в румынских лесах, потому что они здесь не как в Шотландии. Они здесь прям дикие-дикие. И кто знает, вдруг он агрессивный. Это было неожиданно, если честно, потому что мы прям у дороги, недалеко от города. Олень пробежал быстро, и мне кажется, он убегал от звуков охотников, которые мы слышали с той стороны. Там были какие-то выстрелы, и мне кажется, он просто испугался и убегал, так что мы тоже направляемся в сторону безопасности, куда и он. Главное, чтобы охотники нас не перепутали, потому что куртки у нас такого цвета, что похожи на его тушку. Это было бы обидно. Знаете, как в этом романе Стивена Кинга про путешествие во времени, там, где, помните, девочку один охотник убил? Романтика. Я испугалась. Ладно, ничего страшного. Ты сама как маленький олененок. Там просто люди отдыхают, и мы сейчас должны их предупредить, что здесь олень бегает. Зайдя в лес, вы слышите прекрасную мелодию птиц, и шелест листьев, и веточек. В Хуабачу очень много муравейников, и у них тоже есть своя мелодия, если прислушаться. А сколько цветов, кустиков, мха, красота. Сейчас мы приближаемся к круглой поляне, и перед нами огромная лужа. Вау! Прям как озеро. А вон там уже поляна. Давайте обойдем. На деревьях есть указатели, которые помогают прийти к нужным местам. Круглая поляна оказалась действительно очень интересным и необычным местом. Там очень плохо ловила связь и было возмущение электромагнитного поля. Мы это немного почувствовали благодаря дрону, который нам выдал эту информацию. Вот такая странная поляна. И связи здесь нет. И мы еще немножко попробуем. Здесь что-то... Блин, бабочка чуть меня не влетела. Сейчас Тэн еще раз попробует поднять дрон. Главное, чтобы его еще НЛО не забрали сейчас. Я больше за птиц переживаю, если честно. А в общем, круглая поляна – это отличное место, где можно полежать на травке и отдыхать, наблюдая за облаками и слушая мелодию леса. Южнее круглой поляны мы встретили второго оленя, который также ускакал от нас. Мы, идем по следам оленя, который убежал куда-то в ту сторону. Не знаю, если мы сможем его увидеть. А представь себе, если это нас проглючило все. Но он вон там, за теми кустами. Он до сих пор там. Может быть, на камеру? Еще там мы увидели знаменитые изогнутые деревья. И здесь еще одно совсем рядом.
Кстати, многие путают Хуэбачи с одним польским лесом кривых деревьев. Вы не увидите тут такие деревья. Тут они иначе изогнуты, все в разные стороны, создавая немного картину хаоса. Обезьянка атакует. Только не упади. Это будет на мне, да? Говорят, что такие кривые деревья часто встречаются в Трансильвании, но странно то, что их тут так много. Есть разные теории, почему они так растут, начиная от электромагнитных полей, заканчивая болезнью. Так как лес Хуэбачи считается волшебным лесом, я не могла не взять с собой руны и погадать вам. Задайте в уме какой-то вопрос. Нажмите на паузу и пальцем ткнув в экран, выберите ближайшую руну. Эта руна поможет ответить вам на ваш вопрос. Если вы не знаете значение рун, я оставлю под этим видео пару сайтов, которые вам помогут. Посмотрите, какое интересное здесь место. Деревья вокруг растут. А внутри как будто домик. Все, Катюша теперь будет здесь жить. Это ее новый домик. Говорят, что лес может исполнить желание. И я, конечно же, загадала свое. Это была очень приятная прогулка. После нее я чувствую себя полной сил и желания двигаться и творить. Я точно знаю, что я сюда еще вернусь, чтобы увидеть и насладиться другой его частью, и чтобы еще больше впитать в себя энергию леса.